Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня вы можете лицезреть досрочно Poco X4. Я уверен, что аппарат будет ровно таким же, как этот Redmi Note 10 Pro Plus из Китая. Китайская версия, но NFC работает, это раз. Два, он максимально классно выглядит, это нереальная вещь, потому что за 21 тысячу рублей я получаю девайс, который выглядит намного лучше, чем Pixel 6 Pro за 100 тысяч рублей. И особенность его основная, наверное, в том, что попугаев здесь немного, всего 400 с лишним тысяч, и черт с ним, с этим Antutu. Самое главное, что вы должны запомнить, он максимально стабилен. Да, он выдает немного, чуть больше 200 гипсов, но все 180 минут на 100 потоках и 3 часа, то есть это нереально круто. По автономности оставлю ширму, вы узнаете о ней в ролике, и можно было бы хлопать в ладоши с одной стороны, можно было бы с другой стороны расстраиваться, что они сделали чуть хуже, чем средняк от Realme, который недавно был, Q3S, который я буду разыгрывать, кстати, среди спонсоров, но это с одной стороны. С другой стороны, Redmi реально лучше снимает. У Redmi за эти 21 тысячу рублей зарядка на 120 ватт. Вы понимаете, мы можем брать бубен и кричать, что нет, он заряжает 16-17 минут иногда. Мы можем брать бубен и говорить, что там нужно включать мозг, заходить в настройки и включать эту быструю зарядку. Но реально, у вас получается зарядка, которая сама по себе стоит 1005 в телефоне за 21 тысячу из Китая, которую вам еще и бесплатно пришлют. Но это космос. Если вы успели купить в Черную пятницу, пока курс еще не окончательно просел, круто. Если вы успели, как и я, купить 11.11, круто. Почему? Потому что по большому счету вам нужна будет эта глобалка, вы накатите на этот Redmi. Но если вы покупаете Redmi из Китая, я думаю, что вы уже заряжены и понимаете, что в принципе разницы не будет никакой. Как только наклеят шильдик Poco X4, вполне возможно он станет дороже. Так практически со всеми телефонами от Xiaomi. Если Realme в этом смысле, они не пушат ее в отличие от Xiaomi. Xiaomi стабильно пушат ценник в зависимости от того, какой бренд там наклеен. Xiaomi надо покупать досрочно, Xiaomi нужно покупать в начале продаж. Не успели, сэляви. На данный момент я буду вам рассказывать про аппарат, который стоит 21 тысячу рублей. И он, по моим меркам, учитывая съемку и зарядку, космос. И вы просто обязаны помнить, кстати, до того, как вы начнете смотреть ролик, что наконец-то они обратно запиливают этот инфракрасный порт и мини-джек в телефоны среднего ценового сегмента. Это круто. Производитель Xiaomi начал поворачиваться лицом к потребителю, то есть к нам. Спасибо им за это. И все, этот момент пришел. Как-то все очень сильно мрачно перемотано. Надеюсь, что смарт не вскрывался. Значок Redmi. Напоминаю, что на данный момент я сейчас это дело вскрываю. Я это покупал. Не советовал никому покупать. Почему? Это Redmi Note 11 Pro Plus. Нет, это не является копией Redmi Note 10. Я думал, 11 мне просто пока пришел. Я купил и Redmi Note 11 Pro, и Redmi Note 11 Pro Plus. Скрываем. Очень рад я, что они не взорвали до меня этот девайс на таможне. Люблю вскрывать пленочки. Мы видим сейчас, что здесь 128 гектар внутренней памяти, 6 гигабайт оперативки и, разумеется, Type-C здесь у нас тоже в комплекте. Все наклеено поверх основной коробки со значком Mi. Почему-то здесь есть Sound by JBL, отлично. Dolby Atmos на борту, отлично. 120-ваттная зарядочка. Что смогли сделать представители Поднебесной для себя любимых под распродажу 11.11. Я напоминаю, что я покупал этот телефон 11.11, в какой ценник я даже не помню, но все было максимально демократично, иначе бы я его приобретать не стал. Чехол, разумеется, максимально экономный силиконовый, притом не сильно пахнет и не сильно дешманского качества. Разумеется, у нас идет скрепка. Смартфон, переходник ужасен. Будем считать, что его не было. Смартфон довольно пузатенький и квадратненький. То есть мы пытаемся что копировать и кого, я думаю, угадать несложно. Сразу обращаю внимание, что здесь есть мини-джек, что очень круто. Есть у нас JBL Sound, понятно, Type-C-шный вход. И сходу взрываем и смотрим, что у нас с лотком. Он прорезинен. Сюда можно запихать одну симку, либо вторую симку и SD-карточку. То есть у нас гибридный лоток. Наклеечку в топку. Он пойдет в мою коллекцию хороших смартфонов, потому что 120-ваттная зарядочка у плохих смартфонов не бывает. Я думаю, он заряжается, наверное, стандартно для таких штуковин минут 25. Но опять же мы это дело проверим. Проверяем ширину 76 миллиметров. 76,5. В районе кнопок. Кнопки прям конкретно утоплены. Высота
устройство. 163 мм, что не является космосом, кстати. 11,1 мм. Но это не удивительно. Выпирают они более чем прилично. MIUI 12.5 сразу же на борту. Смотрим, есть ли русский. Разумеется, русского нет. Это не глобалка, это китайская версия. Будем надеяться, что никаких проблем с ней не будет. А на 99% уверен даже при распаковке, что какого-нибудь 20-го бенда здесь нет. Я вообще ожидал, если честно, прошлую версию. Почему-то она мне показывала, что первая идет. Но таможню я заплатил за него 960 рублей. По ощущениям здесь больше 2,5 граммов, которые мы имели в счастливом и ужасном смартфоне iPhone 13 Pro. Давайте посмотрим, сколько с чехлом это дело весит. 226 граммов. Очень внушительно. Без чехла 208. В общем, это маленький такой iPhone 13 Pro. Так, только что мне предложили обновиться. Не зря же все-таки это китайский смарт. На этом я откладываю его, и мы скоро с вами узнаем, насколько он хорош по тестам и всему остальному. В целом он мне уже понравился. Какое-то такое ощущение, что это как Oppo Reno 6, обзор на который можете также посмотреть на канале. Они решили, что удачная модель была для китайского рынка, она как раз была тоже с прямыми гранями, без закругления экрана. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, не забывайте, что 30 число не за горами, и через пару дней я разыграю 2 часов однозначно и 5 Mi Band тоже, а остальное зависит от вас. А сегодня я расскажу вам о классном смартфоне среднего ценового сегмента Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus. Полетели. На руках у меня китайская версия смартфона, в России пока их даже нет в крупных ритейлах. Но можно заказать через Али, не особо заморачиваясь. Можно даже накатить глобальную версию, но в этом всем нет необходимости, ждем глобалки, либо второй вариант покупаем и не заморачиваемся. Выглядит смартфон по мне просто супер. По форме корпуса напоминает iPhone 13 и iPhone 12, но только лучше в цене и в руке ощущается куда легче. Внешка у него дороже, чем у Pixel 6 Pro, кстати. На данный момент в продаже имеется 4 цвета: черный, голубой, зеленый и пурпурный. В руке держать удобно, материалы приятные и качественные. Рамка сделана из матового пластика, тыльная часть закрыта матовым стеклом, которое не пачкается и в целом пока без царапин и повреждений. Из рук смартфон без чехла не выскальзывает, так как, несмотря на скользкое стекло, с тыльной части рамки совершенно не скользкие. И из-за них в целом чехол не нужен. Но это если не брать в учет постепенное повреждение корпуса без защиты. И защиты камер не будет никакой без чехла. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости без особого люфта, ИК-порт, разъем под мини-джек, 2 микрофона, 2 стереодинамика и 1 разговорный. Плюс Dolby Atmos, разумеется, на борту. Далее разъем для зарядки USB Type-C. Последний — это прорезиненный слот смешанного типа. В него можно запихать либо 2 сим-карты, либо одну сим-карту и SD-карту. Порадовало, что корпус и правда хорошо выполнен, так как все вырезы аккуратные, без режущих краев, и у кнопок совершенно отсутствует люфт. Но только если совсем дико присматриваться, он минимальный да есть. Летим дальше. Обладает смартфон дисплеем на 6,67 дюйма от Samsung со стандартным разрешением 2400 на 1080 точек. Экран абсолютно плоск, защищен стеклом Corning Gorilla Glass, рамки минимальные, подбородок выделяется, но небольших размеров. Плотность пикселей 440 dpi, либо по-простому 395 ppi по данным Antutu. Не космос, но терпимо. Пиковая яркость же здесь космос, 1200 нит. На солнце все отлично видно, бликов, к счастью, по минимуму. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на стандартные игровые 360 Гц. Не супер игровые, конечно, как у Realme GT Neo 2, который уже стал стоить значительно дороже, в 600 Гц, но здесь стоит 360 Гц, и это неплохо. Работает все плавно и в целом хорошо. Шим на 100% яркости 4%, на 50 11, на минимальной яркости 28, на нуле 12. Куда без него? Глаза от экрана не устают, и сухости не появилось лично у меня даже через длительное время использования. Автояркость работает хорошо, без резких перепадов, под разными углами тон картинки отдает холодным оттенком. Always on Display на борту, но тот самый, который дешевый, 10-секундный. Мультитач берет все 10 пальцев, разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца и распознавания лица. И то, и другое работает стабильно, хорошо и быстро. Плюс распознает в очках с прозрачным остеклением, это хорошо. В верхней части экрана по центру расположена фронтальная камера средних размеров, не космос, о которой я еще расскажу позже, и вы увидите примеры видеосъемки через нее ночью и днем, как всегда. Летим дальше. На борту процессор MediaTek
Dimensity 920. Да, не люблю я Dimensity, но чего делать? 8-ядерный. Плюс обвесом идет Mali G68 MC4 графический процессор. Интерфейс китайской версии MIUI 12.5, поддерживающий английский и китайский языки. Русского пока там нет, и не факт, что появится. Оперативной памяти доступна на выбор 6 или 8 гигабайт, оперативка LPDDR4X, не 5-я. Внутренняя память UFS 2.2, и на выбор имеется 128 или 256 гигабайт. И расширить ее SD-картой можно. Есть поддержка Wi-Fi 6 серии, также есть поддержка 5G, несмотря на отсутствие 7 и 20 бендов, связь мобильную ловит отлично. Датчик приближения работает не супер, но с оповещениями все в порядке. Вибро у данного смартфона с приятной и хорошей отдачей, но настраивается только уровень тактильной отдачи, больше ничего. Bluetooth на борту последней версии 5.2, лучше, правда, память все-таки последней поставили. NFC работает и Google Pay встает без проблем. Результаты GPS-теста в городских условиях вы видите на экране. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, заряжается с 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 Вт с включенной функцией ускоренной зарядки от 20 до 23 минут. Бывает по-разному, но суть это не меняет, зарядка быстрая. Не обещали 15 минут, получилось 20. Ладно, как получилось, так и получилось. И в настройках копаться, чтобы включить ее, тоже еще то удовольствие. Могли бы это в быстром меню где-нибудь добавить, потому что логично, что все хотят быструю зарядку, если покупают этот смартфон. PUBG за 30 минут ушло у меня всего 7% при 120 Гц и максимальной яркости. При тех же условиях в танках улетело всего 6% за 30 минут. Притом, если играть сотки, вот, допустим, я играл, когда смартфон был на 100% заряжен, он у меня съел только 2% при тех же условиях в танке. И это приводит к выводу, что либо он не так показывает проценты, либо он неравномерно разряжается при одинаковых нагрузках. И то, и другое не есть хорошо. Поэтому можно прийти к выводу, что за час игры улетает примерно 14% в танке и хватает смарта надолго без дополнительной подзарядки. В Genshin Impact за 30 минут улетает 12% при максимальной графике и 30 FPS и максимальной яркости при 120 Гц экрана. Во время игры были лишь незначительные редкие микрофризы, яркость не понижала, играть в целом комфортно. Так что считайте, что это если в будущем будет Poco X4 или F4, то вот вам welcome, понижение яркости не предвидится. Теперь к тестам. Тротлинг-тест он прошел превосходно. Смарт стабилен, я гонял его 3 часа на 100 головках, в итоге он выдал результаты 151 гипс минимально, максимально 221, в среднем 212. И это учитывая, что проседал его было, когда я им воспользовался, то есть график был бы вообще линейный, если бы я его не трогал. В 3D-марке показал Wildlife 1953, Wildlife Extreme Stress Test 597, Wildlife Extreme 597, Wildlife Stress Test 2020, Slingshot Extreme 3947 и Slingshot 5057. В Antutu выдал относительно небольшие цифры, я бы даже сказал маленькие, 407 тысяч попугаев. В Storage-тесте показал результат 42 тысячи, стресс-тест прошел нерадужно, результаты вы видите на экране, что довольно странно, кстати. Летим дальше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, основная камера на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и последняя телефото на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS, за 8 минут видео в 4К улетело 5% заряда и видео приостановилось. Поэтому сказать, что камера снимает без ограничений, я не могу. С другой стороны, OnePlus 9 Pro ограничение на 5 минут в 4К 60 FPS все еще на борту. Здесь, наверное, допилит все-таки Xiaomi, у них обычно такого не бывает. Странненько. Процессор MediaTek, что тут еще сказать? Фронталка на 16 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео максимально скромным, 1080p 30 FPS, тоже не похоже на Xiaomi, у них все обычно лучше. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 60 FPS и съемка ведется на Xiaomi Redmi Note 10 Pro Plus. И он на Dimensity 920 с ультра маленькими баллами в Antutu, очень классным внешним видом. И я пока не знаю, что о нем буду вам рассказывать, но фронталка без роллинг-шаттера. И, разумеется, продолжим диалог по поводу того, что у Xiaomi кончились нормальные процессоры. Шучу, Dimensity 920 в принципе для обычных домашних задач из разряда съемки, как вы видите, не знаю, интернет-серфинга, игр не тяжелых, он великолепно справляется. Но если брать по запасу, 400 тысяч баллов в Antutu это прямо вообще никуда. И учитывая стоимость данного смарта, понятно, что он внешне очень даже неплох. Я бы даже сказал хорош. Oppo Reno 6, помните, еще раз напоминаю, что очень похоже, что BBK сделала красивый смартфон, а Xiaomi решили его скопировать. Ну, понятно, что BBK копировала в свою очередь идею яблочников.
стареньких, но это все не важно. Важно, что неплохо получилось внешне, и важно, что вы сейчас можете оценить фронталку. Еще раз повторяю, Xiaomi даже при ночной съемке в целом справляются, но вспоминая стоимость телефона. Звезд с неба не хватает, но неплохо. Опять же, решать вам. Примеров, как всегда, будет море. Съемку начинаю с ширика, и это Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 10. Все время хочется назвать его десяткой. Проверим, как ширик работает с автофокусом. Даже ширик справляется. А теперь переход с ширика на основную. Неплохо так, неплохо. Но в целом, вот сейчас я вижу, что основная камера не справляется. Может быть, дело в чем-то из разряда перехода с ширика на основную, но сейчас попробую снять сразу на основную. Да, дело было как раз в том, что с ширика на основную, по сути, перейти нельзя. Есть только увеличение самого, собственно, ширика, поэтому сейчас мы наблюдаем абсолютно другую картину, абсолютно другую скорость по автофокусу и, разумеется, совсем другое качество картинки. 4К 30 FPS, не думаю, что они сюда завезут 4К 60 FPS, все по минималочкам. Стабилизация, как вы видите, у основной камеры даже при съемке с двух рук хромает. Я сейчас постараюсь идеально снимать. Нет, не получилось. Лучше стоя. Лучше, как многие меня просят: Саня, снимай стоя, снимай с штатива, поищи где-нибудь места, где очень хорошее освещение. Ну чего ты все время показываешь? Гадость всякую. А еще лучше, да, на какую-нибудь камеру хорошую снять и потом выложить, сказать, что вот он, как телефончик-то снимает. Ладно, это лирика, притом не особо разумная. В целом, съемкой вот сейчас я, допустим, недоволен. Не знаю, почему таких сильных зайчиков ловит этот смарт. Будем надеяться, что по той причине, что он сырой. Хотя обновление уже прилетало. В итоге, что мы имеем? Мы имеем, как всегда, отличную камеру без роллинг-шаттера, который так любят их флагманы. Снимает она довольно реалистично, снимает в довольно неплохом разрешении. В целом и микрофоны, и все остальное радует, учитывая этот ценник. И напоминаю, что, скорее всего, это и будет Poco X4. Вопрос дня только когда, и вопрос дня, какой ценник они поставят на это Poco X4. Если они поставят такой же ценник, то очередная бомба от Poco. Потому что M4 все-таки не таким выгодным смартфоном был. Понятно, что с Crazy 3000 за 11 тысяч рублей он был космос, а вот за 14 уже как бы не космос. За 14,5 лучше купить было X3 Pro от тех же Poco. Пусть толще, но мощнее. Тест работы основной камеры 4К 30 FPS. Стою на месте. Пытаюсь увеличить надпись Мурина. Это у нас X6. Все в мыле. Я имею в виду картинку. И это максимум. Если X6 попытаться подвигать, вы видите, какое мыло. Выставляем в 0. Пытаемся смотреть, как дела будут обстоять со стабилизацией. Самое важное, наверное, попытаясь не заснять объявление о чем-нибудь непотребном, посмотреть автофокус. Стоп. Автофокус работает волшебно. Я бы даже сказал, отлично. Серость петербургская, в каком бы месте ты ни снимал в этот период времени года, вас все время будет радовать в скобках. А самое главное, что хочу отметить, что да, это все-таки не Петербург, это Мурино, это Ленинградская область, но метро здесь рядом, и это плюс. Тест движений фронтальной камеры, давайте пробежимся. Будем смотреть, как это дело все будет стабилизироваться, пытаться. В целом пытается. И вроде бы даже неплохо, учитывая, как сильно телефон гулял в моей руке. 30 FPS, попытка проверить стабилизацию при беге. Вроде бы неплохо.
Минусы: нет беспроводной зарядки, нет 7 и 20 бенда, опять же в китайской версии, но это актуально только для жителей сел. Если вы живете в городе, все это не важно. Плохие сенсоры приближения, ничего не поменяли. Если вас это дело бесило в Poco F3, то знайте, здесь то же самое. Хотя Xiaomi обещали что-то поменять, не поменяли. Может быть, поменяют программно, но свежо предание довериться с трудом, учитывая, как они последнее время относятся к допиливанию косяков. Они просто вместо того, чтобы что-то допиливать, что-то новое выпускают с другими недостатками, либо теми же, но более выгодными по стоимости. Цена по ссылке в описании к видео в районе $300. Я покупал этот смартфон вообще за 20 тысяч рублей. Если сейчас промокоды, смотрите в описании, потому что идет все еще Черная пятница. Если появятся crazy промокоды, он вообще выйдет в 1018. И сказать, что это мечта, это ничего не сказать. За 18 тысяч нужно его бежать в Китай, чтобы забрать и купить. Но это все лирика и попытка пошутить. А по факту телефон достойный. Если вам нужна звонилка, если вы понимаете английский язык, то за эти деньги вы ничего не купите. Будем надеяться, что Poco это дело возьмет, наклеит свой шильдик, сделает такую же цену, оглобалит его и продаст нам 7-20 бендом, русским языком и желательно международной гарантией. Резюмирую, телефон для своей цены просто волшебный. Лично мне очень понравился его дизайн, и даже невзирая на китайскую версию и отсутствие русского интерфейса, пользоваться им одно удовольствие. Да-да-да, это именно тот случай, когда баллы в попугаях не все значат. Камера далеко не оторви и выброси, ну и очень приятный бонус — это его ценник, опять же. Хотя Realme Q3S, который вчера у меня был на обзоре, и в перспективе Realme GT Neo 2T, прожарка на которой была вчера на канале для стримов, и завтра будет на него обзор, мне импонирует больше, несмотря ни на что и вопреки всему, так что оценивать вам MIUI или что-то адекватное. Realme UI. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.